Извиняюсь, что опоздала чуть-чуть, поскольку у меня телефон стоял на зарядке. Я забыла как-то об этом деле, об этой мелочи незначительной. И потом поняла, что у меня просто зарядки может не хватить, поэтому пришлось в эфир выйти чуть позже. Я надеюсь, ничего страшного. Итак, я сейчас исправлю, сделаю как можно лучше. Перед вами Ника Крылатая. Всем добрый вечер. И будем мы сегодня говорить с вами о богах. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, Наталья. А почему Ника у меня на заставке, объясню чуть позже и поймите почему. Итак, начнем сначала с приветствий. Всех приветствую. Здравствуйте. Надеюсь, у всех все хорошо сегодня. Алтай, да, Алтай спит поздно. Всем привет. О, Матвей пришел. Наконец-то. Добрый вечер. Здравствуй, Алена. Итак, уважаемые друзья и недруги, привет, Наталья. Начинаем с наш рассказ. И вообще этот эфир будет состоять из... Всех приветствую. Будет состоять из вопросов и ответов. Но вначале я, наверное, начну рассказ, да, разговор, а потом уже последуют ваши Элиста. Я там была, Элиста. Помню до сих пор золотой Джангар. Он там стоит посреди города. Вот. Да, читаю. Так вот, дело в том, что то, что сейчас называют мифологией, да, и легендами, на самом деле не беспочвенны и имеют за собой очень даже настоящее основание. Добрый вечер. Сейчас начнем с того, кто такие боги. Боги – это вселенские энергии, космические энергии, которые формировались на дне хаоса, вот в недрах хаоса. Дно почему? Потому что это самое-самое, что ни на есть, вот, да, здравствуйте, закрытое пространство, то есть закрытость, дно. Дно это не означает низкое состояние, дно означает то, куда добраться очень тяжело, как Марианская впадина, да, знаете все. Так вот, вселенские энергии, которые формировались в течение многих миллиардов лет. И эти вселенские энергии, кто больше смог собрать этой космической энергии силы, тот более стал верховодить, кто меньше собрал и так далее. Человек описал эту всю ситуацию с точки зрения своего. Он дал богам и характеристику, он дал богам значение, он дал им всем добрый вечер. Ой, доброй ночи уже. Он дал богам человеческие черты. Он даже создал определенные рассказы на основе их. В Казахстане час ночи. Здравствуйте, Алма. Дал им не просто человеческие черты, дал им человеческую судьбу. Зачем, почему это происходит? Потому что человек привык, понимаете, я должен видеть то, во что верю. То есть я должен очеловечивать то, во что верю, что считаю божеством, Богом, наивысшей иерархией. Я должен видеть это, я должен ощутить, я должен понять, что это, откуда это, что он от меня хочет, что я от него хочу и прочее, прочее. Здравствуйте, Анна. Приветствую, Евгения. 8 в Испании, ничего себе. Огромная разница, кстати, во времени. И вот началось очеловечивание именно божественной сути. 5:19, Матвей, ничего себе. Обалдеть. Итак, добрый вечер, Павел. Ника перед вами, потому что, согласно древнегреческим повествованиям, как раз Ника помогла богам обрести победу, окончательную победу над титанами. Начнем с того, что
Я как-то рассказывала о титаномахии, есть у меня такой ролик, но в любом случае я здесь затрону этот вопрос еще раз. Итак, титаномахия. Война богов и титанов. Да, я знаю, что ты ждал. Война богов и титанов – это война двух сторон хаоса. Борьба темной мантии, светлой мантии. Это не означает, что темное или светлое – это добро и зло. Это то, что дополняет друг друга. Друг без друга они не могут. Точно так же, как, скажем, минус без плюса не может. Да? Отрицательная энергия, положительная, они не могут друг без друга существовать. Они должны быть. Всем добрый вечер. Так вот, титаномахия, тема титаномахии, она затронута не только в греческой мифологии. Титаномахия есть и в мифологии кельтских пантеонов. Почему пантеонов, говорю? Потому что есть ирландская часть вот, кельтской мифологии, есть германская часть, они немножко отличаются. Где-то в германской части боги называются, некоторые богини, скажем, королевами считались. В ирландской части считалось, что она сначала была королевой, потом ее обожествили и так далее. Есть определенная разница, но это не мешает нам, в принципе, рассматривать божественное начало кельтских пантеонов. Итак, титаномахия. Случается так, что Уран или Хронос – время. Всем добрый вечер. Уже ночь. У кого вечер, ночь, у кого еще только день заканчивается. Так вот, Уран или Хронос. Хроника. Вам знакомо это название? Время. Время вместе соединяется вместе со Вселенной, с планетой, не с планетой, извиняюсь, со Вселенной. Время и Вселенная рождают богов. Уран и Гея. Они рождают богов. Поскольку время все поглощает, здесь, наверное, не то, что дословно он их съедал, своих детей новорожденных, боясь, что они завоюют его трон, а, видимо, намек на то, что время всех нас поглотит, что мы подвластны времени, мы уйдем, мы подчинимся времени. И поэтому Уран съедает своих детей, уничтожает, чтобы они не заняли его трон. Естественно, от Урана рождаются титаны. Они сначала назывались титанами, боги. Боги были титанами. Но потом, да, время безжалостно жрет, съедает. Вот философия титаномахии как раз о том, что мы все подвластны времени. И все уйдет во время, в эту воронку времени. И дома, и великие произведения, и книги, и память человеческая, и жизнь тем более. Так вот, Уран начинает съедать своих детей, но одного из них Гея спрятала. Сначала она спрятала Зевса. Через некоторое время она начала прятать и других детей. Вот через раз он съедает детей, остальных ей удается прятать, и таким образом, пока они не вырастут, она вынуждена терпеть это все от своего супруга. Со временем Зевс становится уже более сильным. Есть несколько версий вот этой легенды, этого повествования, что титаны свергли Урана, но есть еще версия о том, что именно Зевс сверг. Здесь несколько вариантов, но это не суть как бы важно, это не столь принципиально. Но суть в том, что они свергли Урана и лишили его силы над ними. То есть Уран лишился силы над богами. Они стали вечными, они стали бессмертными. И титаны стали править. Титаны были величественные, они были красивые, сильные, им были даны все таланты. Однако приходит время, что начинается борьба между титанами и богами. И боги свергли титанов, заняв место титанов на троне, на вершине
Вселенной. И те, которые были титаны вчера, сегодня назвались богами. Я издалека прихожу, чтобы вам было понятно. В этой борьбе, в этой войне очень главную, основательную роль сыграла богиня Ника, Победа. Ну вот, собственно говоря, я рождена под знаком Победы. Все водолеи Ники. А им спокойно не живется. Они должны все время воевать. Они не могут без этого. Им надо. Им это надо, и все, тут ничего не поделаешь. Водолеи, они такие. Они и притягательные, они очень обаятельные, они очень опасные. Понимаете, они разные. Они могут быть очень хорошими друзьями, они могут быть очень ярыми, страшными врагами. Так что вы уж не расслабляйтесь особо. Так вот. Боги свергли титанов с помощью Ники. Она подарила им победу. И после этого боги клялись, любая клятва богов, священная клятва богов, начиналась с клятвы водами священной реки Стикс. А Стикс – это мать Ники, та, которая ее родила. Священная река Стикс, река мертвых, река забвения, которая протекает сквозь царство мертвых. Это говорит о том, что у Ники есть и темная сторона. И да, у Ники есть и темная сторона. То есть победа, она не дается просто так. Победа, она может быть кровавой, с потерями связана. Естественно, Ника просто так не дарит победу. Она обязательно берет или поднимает у человека темную сторону, потому что без агрессии, без силы, без мощи, без силы воли, без бесстрашия и прочее, победа не может достаться человеку. Трусливый человек не может стремиться к победе, да, и трусливый человек даже такие стремления к победе может объяснить и психической болезнью, неуравновешенностью, сумасшествием, чем угодно, но ни один трусливый человек не скажет, что храбрость – это часть души, он всегда найдет какие-то оправдания, он всегда найдет какие-то объяснения вот этому, чтобы сам себя оправдать, что я-то не сумасшедший, я-то не полоумный, я-то нормальный человек, поэтому я сижу в тишине. Боги стали властвовать над титанами. Титаномахия закончилась в пользу богов, но титаномахия продолжается уже в более жестокой форме на земле. Боги соединяются определенными духами, которые им нравятся. Они рождают новых детей, полубогов, полугероев. Боги рождают новых детей для определенной миссии. Добрый вечер. А миссия этих детей, полубогов, получеловеков, состояла в том, чтобы они находили последних титанов и уничтожали их. Приходят они на землю, приходит Персей, приходит Геракл, приходят иные персонажи, которые были сынами богов, а в частности Зевса. Зевс у нас очень был любвеобильный, хотя везде его жена ходила за ним, искала его. Бедная Гера замучилась его вытаскивать с постелей, но у Зевса было много тысяч жен и много детей на земле. Считалось, что он входит в образ мужа женщины и имеет с ней половые отношения, после чего рождаются его дети. Так он обманывает Леду, рождается... То есть, нет, извиняюсь, он влюбляется в лебедя, рождается Леда, Лидия. Потом он входит в образ золотого дождя и приходит к Данае, и рождается дочь от него. В общем, любвеобильный был такой, да, Зевс такой. Непростой был человек. Ой, бог, извиняюсь, и есть. И вот миссия полубогов и героев состояла в том, Прометей был богом или титаном? Прометей был титаном. Состояла в том, чтобы очистить землю от последних титанов, которых боги обезобразили, которых боги свергли в Тартар, то есть темное царство в недра земли, в самый там вниз, глубину Тартар или Тартарос. И вот та самая Медуза, Горгона, которая была самой
завидной невестой Олимпа, которая была прекрасна, которая была неповторима, становится змеей-девой, становится гонимой и уходит в Тартар. Через некоторое время ее находит Персей и убивает. И точно так же случается со всеми... Да, Зевс тот еще был, потаскун. То же самое случается с остальными титанами. То есть постепенно их уничтожают боги, сметают с лица земли и берут полное правление в свои руки. Кстати, про Афродиту. Афродита была замужем за богом войны. Нет, сначала ее мужем был Гефест, Гефест, бог-кузнец. Он творил такие чудесные вещи для нее. Точно, даже на Олимпе мужики одинаковые, это точно. Он дарил ей чудесные подарки. Все богини завидовали ее разным всяким украшениям, которые были подарены ее супругам. Он был мастер на все руки. Но спокойный, тихий, скромный Гефест, работящий, не устраивал Афродиту. Она хотела страсти, любви, страдания. И вот как-то застукал Гефест вместе с Аресом ее и развелся. И она стала женой Ареса. И родила ему детей. И один из них Купидон или Амур. Тот, который несет любовь. То есть он дитя войны и любви. Это говорит о том, что у любви есть и агрессивная сторона, и темная сторона. Так вот, о чем говорят эти древние легенды о богах? О том, что любовь, она всегда ищет боль, она всегда ищет какие-то трудности, препятствия. Почему-то любят не того мужчину, который скромный, хороший, послушный, верный, а того, кто создает страсть, кто создает боль, кто издевательски относится. Так вот, любовь Афродиты с Аресом была очень горячая, злобная. Тартария это другое. Тартарос это преисподня по греческим легендам. Так вот, они с этим Аресом разводятся, сходятся много раз, но до сих пор вместе. Верховные боги Зевс, Гера, потом идет Деметрия, еще одна жена Зевса, от которого она, то есть он, от которого она родила дочь, господи, что за вечер такой, родила дочь Персефону или Прозерпина. Ее имя используется иногда в некоторых заговорах. Прозерпина Ада называется. Персефона, да, Деметрия, мать-земля. Персефону украл Аид, и от горя Деметрия перестала помогать земле, земля перестала цвести и покрылась снегом. Люди побежали, начали умолять Зевса что-нибудь сделать. Он приказал половину года быть ей у матери, половину у мужа. И по этой причине полгода у нас цветет земля, потому что Персефона идет к матери, и полгода у нас холод, деревья начинают желтеть и так далее, когда Персефона уходит от матери. Она начинает ужасающе рыдать. Это осень. Осень, зима. С весной уже Персефона обратно возвращается, да. Есть по знаку зодиака, есть разные женщины, как-то я читала про это. Итак, дорогие друзья, на самом деле эти все легенды, рассказы Персефоны у меня нету, потому что Персефона, она на самом деле особой роли не играет в пантеоне Яна. Персефона, она не играет особой роли, потому что, понимаешь как, в основном нужно, наверное, больше у себя хранить тех богов, которые верховодят, которые имеют верховную роль. Не всех подряд. Ну, можно, конечно, для красоты, можно, если есть такая возможность, конечно, закажу, возьму Персефону. Но она, да, для коллекции музея можно.
просто вот жду не дождусь, когда все это достроят, чтобы мне переехать туда, чтобы не прыгать уже через эти статуи, чтобы идти чай пить. Хотя нет, они... У меня квартира резиновая, все тут помещается, так что все нормально. Но Персефону можно, да. А вообще нужно иметь лучше, то есть люди, которые занимаются магией, со временем, за жизнь, лучше им Меркурий. Меркурий очень такой бог двоякий, очень хитрый. Его сравнивают еще и с Локи, понимаете? А Локи это бог хитрости, бог вероломства. Поэтому подумайте хорошо, сможете ли вынести. Не каждый может вынести энергию богов. Итак, на самом деле у каждого народа свое название богов, но боги одни и те же у всех народов. Вы сейчас удивитесь, но я вам сейчас перечислю африканский пантеон богов, и вы увидите, что функции этих богов одни и те же. Та же самая Ошун, которая называется африканской Афродитой. Ошун была замужем, вообще она же замужем за Шанго. Шанго Карифур, черный Шанго, то есть бог войны и агрессии. Еще раз говорю, есть множество версий, но самый древний вариант, и вот именно сказаний пантеона, вот, африканская Афродита, Ошун, богиня красоты, любви, страсти и так далее. Она жена Шанго, то есть бога войны. Разницы особо никакой. И функции те же самые приписывают, и характеристику, и как бы метод жертвоприношения и так далее, и так далее. Потому что боги, они одинаковые. Пантеон богов один и тот же. Просто у каждого народа он по-разному называется. И у этих богов одни и те же функции. У армян, например, боги, сейчас я назову, Арамаст, верховный бог, его супруга Анаит, мать-богиня, богиня-мать-покровительница. Если вы помните, по древнегреческой легенде, Гера точно такая же покровительница семьи, рода, мать-покровительница и так далее. Функции богов. Итак, теперь начнем с того, куда делись древние боги и что с ними случилось. Согласно древней армянской легенде, отец Арамаст, то есть отец всех богов и арийцев, так называют его, потому что Ара – это ариец. И нет ничего в этом слове страшного. Недавно какая-то ведущая тупоголовая с накачанными силиконовыми губами выступала, говорила, армяне называют себя арийцами и так далее. У нее там шок был, ужас. Мне хотелось сказать, может, вам историю надо изучить вообще-то немножко, чтобы знать, что означает слово «арий», что к фашистам это не имеет никакого отношения. Так вот, бог ариев Арамаст пригласил всех своих детей за стол и распределил каждому из них определенный месяц для того, чтобы они приносили жертвы. У каждого бога было свое время, свой месяц. Я рассказываю, потом я перейду к вопросам, пока что беседуйте. Так вот, у каждого божества было свое время для жертвоприношений, свой месяц. И сын его свирепый, не самый любимый, которого звали Яхве, он ему дает месяц буранов, месяц снегопадов, и как его время жертвоприношения. Он был весьма недоволен, обиделся. Когда он это заметил, он спросил, на что же он обиделся. Он, естественно, высказал свои претензии к отцу и сказал, ты меня не любишь, и все время обделял, потому что считал чужаком. Но я тебе даю слово, что придет время, когда я отверну от вас всех людей, и они будут поклоняться мне. Я создам религии,
которые будут служить мне. Сказал Яхве и обиженно ушел. Вслед ему Арамаст крикнул: сделай это, но я тебе говорю, что, Бетман, не пиши пока ерунды, я потом тебе отвечу. Вслед ему крикнул Арамаст о том, что дает ему 6000 лет на то, чтобы тот отвернул всех от древних богов. Но запомни, сказал он, если хоть один человек останется верен древним богам, то я тебя уничтожу. И после этого Яхве отвернул всех от древних богов. Преследование язычества вы знаете. Уничтожение всего наследия язычества вы знаете. Преследование колдовства по всем законам религии вы знаете. Это все напоминает о древних богах, об их учениях, что весьма было невыгодно ему, потому что он не хотел, чтобы упоминание было о древних богах. В Библии вы прочтете такой стих. В Библии есть такой стих. Запомни, что Бог твой, Яхве, не приемлет других богов, ибо он ревнив. Вот и подумайте о том, почему он так сказал. Кроме того, первая версия Библии, она была совсем иной, которую мы сейчас привыкли читать, уважаемые люди. Первую версию Библии переделали, подогнали под власть имущих во времена императора Константина, во времена Священного Синода и подогнали под себя так, как им было нужно. На самом деле в первой версии Библии было сказано о богах, не о Боге. И в первой версии Библии было сказано совсем об ином. А теперь вернемся к Иисусу Христу. Что Он сказал евреям? Он сказал: «Отец ваш лукавый». А ведь отцом они называли Верховного Бога, как они считали, да, того Бога, Господа, сотворившего землю и небо. А почему Он сказал: «Ваш отец такой-то»? Ведь их отец был тот самый Бог, который создал и землю и небо. Значит, он не должен был быть лукавый. Почему Он его так назвал? Потому что он тоже знал о древних богах. И о том, был ли вообще распят Христос, очень большие сомнения, потому что есть очень много версий. И те, которые знали первую версию Библии, были уничтожены, убиты. Понимаете, прошло 2000 лет, и мы никак не восстановим, мы не узнаем, кто хотел донести до нас правды, кому не дали, какая на самом деле была правда. Но если анализировать, если подходить трезво ко всему этому, то создается впечатление, что на самом деле совсем не то, что мы сейчас знаем, является истиной. Изучая характер Бога, которому сегодня поклоняется весь мир, я бы не сказала, что он из добрейших, правда? Убить камнями за измену. Если открыть Библию, то Старый Завет читая, вы видите, насколько с удовольствием он описывает вот эти кровавые жертвоприношения, как нужно делать что, как нужно делать это. Почему он наказал царя Саула? Он наказал царя Саула за то, что он не исколесовал весь народ, старый млад, которые прошли перед ним. Он не убил, он пожалел их. За это он лишил его царства, между прочим. И если помните, первая колдунья описана в Библии. Гефсиманская, нет, не Гефсиманская, сейчас не помню как, но когда пришли Саул и сын его Ионафан, они пришли узнать, как пройдет битва, и вызвала колдунья дух Самуиля, который вышел к ним и сказал: «Зачем вы меня потревожили?» Саул спросил: «Скажи мне, как завершится завтра битва?» Он сказал: «Не успеет солнце уйти за горы, и ты с сыном будешь у меня». Вот что сказал Самуиль с того света. То есть даже в Библии описано, что душа может быть вызвана, что были такие люди, которые вызывали. Кроме того, что я хочу вам сказать, тот же самый Бог, что и у христиан, один и тот же, которого я сейчас назвала. Так вот, что я хочу вам сказать, что даже Библия признает, что колдовство имеет силу и запрещает почему-то, правда? Запрещает всеми силами. Однако хочу вам сказать, что те самые пророки, о которых упоминается в Библии,
Скажите, за кем будет победа в суде между львом и овном? А ничего, что у меня сейчас тема совсем иная. Да, хорошая книга, кстати. Так вот, дорогие друзья, сбили меня. Да, тех же самых пророков в Библии называют знающие, ведающие. Знаете об этом? Вот армянский перевод Библии, там сказано, и когда там потеряли своих ослиц, и пришел Саул в это село, и там сказали, поднимайся вверх, там есть ведающий, он тебе скажет, где они находятся. Там не сказали, там есть пророк, они сказали, там есть ведающий, который может сказать. Не создается ли впечатление, что те самые пророки были ясновидцы и такие же просто люди, у которых были сверхспособности, которых со временем назвали пророками и как бы перечислили к лику святых. В данный момент о богах. Итак, титаномахия, вот точно такая же тема титаномахии присутствует и в Библии. Здесь сражаются Бог и сатана. Сражаются две армии, Бога и сатаны, после чего сатана была свергнута вниз. А теперь вспомните войну богов и титанов. Куда были свергнуты титаны? Правильно, в Тартар, в преисподнюю. Был свергнут сатана вниз. Вниз вместе со своими ангелами. И он стал князем тьмы, и его сподвижники стали демонами. А более мелкие такие бесами. То есть та же самая титаномахия описывается в Библии только по-другому. И там сказано, что сатана сказал Богу, отверну всех от тебя, и будут поклоняться мне. И тот сказал, хорошо, сделай, есть у тебя срок, но если за это время хоть кто-нибудь будет меня помнить, я тебя уничтожу. Очень напоминает те же самые слова, что сказал ведущий, да, правильно. Очень напоминает те же самые слова, что сказал Бог Арамаст, Яхве. Я хочу вам сказать, вы знаете, вот мне иногда, вот смотрю я на историю еврейского народа, да, богоизбранный народ, согласно Библии, и они так утверждают. Мне хочется спросить, неужели богоизбранный народ, или хотя бы народ, у которого великий, добрый, милосердный Бог, должен перетерпеть столько холокостов, должен уходить в вавилонский плен, оттуда возвращаться, уходить в ассирийский плен, возвращаться, уходить в египетский плен и возвращаться, постоянно бояться наказаний, постоянно бояться каких-то страшных мучений, страшных на его голову, которые сыпятся там всяких испытаний и так далее. Если этот Бог настолько милосердный, неужели у него милосердие для своего народа, которого он избрал, не нашлось? В принципе, вы можете это все посмотреть в роликах, да, Библии обсудим 1, 2, 3. Там я все излагаю, не будем сейчас терять время. Итак, та же самая титаномахия воспроизводится в Библии. Та же самая титаномахия воспроизводится в египетской мифологии, где светлые боги, а именно Осирис, Амон-Ра, Атон, они сражаются с богами тьмы. Еврейский всемирный заговор. Вы знаете, я вам хочу сказать, что такой же заговор всемирный есть у каждого народа. Каждый народ хочет быть властвующим и наверху. Просто у евреев есть сплоченность. В этом надо отдать им должное. У них есть сплоченность, они как-то преодолевают вот эту зависть, которая есть у каждого народа, да, и они продвигают вперед умных людей, чтобы те добились определенных высот, потом через них чего-то достичь. Но у них есть вот это вот, как вам сказать, это способность разглядеть умного человека, умного ребенка и дать ему зеленый свет, помочь. У нас, к сожалению, этого нету. Мы как-то не очень любим, когда чужой ребенок умнее нашего. Мы всеми силами стараемся утопить. Но у евреев совсем иное.
У них это есть. У них, видимо, просто из-за вот такой кровавой истории, из-за тяжелой истории, давайте признаем, да, что, вы знаете, одна сторона это политика, другая сторона это простые люди, которых ставили просто над пропастью и стреляли в голову, кидали вниз, а иногда живыми сыпали сверху. Это ужасающая, конечно, история у этого народа, страшная, никому не пожелаешь. Но я не удивляюсь, потому что у моего народа не меньше, не менее страшная история. И первый геноцид 20 века это было как раз у армян. Что касается сейчас, вот, скажем, войны, да, иногда у меня спрашивают, война вот между евреями и арабами, кто прав, кто виноват, я вам скажу, виноваты и тот, и другой, правы и один, и второй, потому что они дети одного отца, Авраама, Ибрагима. То есть это два сына не могут поделить наследство своего отца, понимаете? И произошло все так, что Сара не могла родить ребенка, жена Авраама. И она настолько хотела ребенка, несмотря на обещания Бога, согласно Библии, она отдает своему мужу свою наложницу, свою рабыню Агару, египтянку. И та рожает Исмаила. Через несколько лет Сара родила Исаака. И она попросила мужа, поскандалила, чтобы он выгнал Исмаила из дома, говоря о том, что через некоторое время тот захочет главенствовать, и пусть он уходит, уступая вот этим крикам и скандалу жены. Гора Моисея, гора – это Синай. Уступая, спасибо, Рошель, значит, криком и скандалом жены, Авраам вынужден выгнать их. И когда он уходит, она уходит с сыном, в пустыне Исмаил начинает умирать от жажды, от всего. И она отходит, чтобы не видеть смерть своего ребенка. Тогда голос говорит ей: Агара, иди к своему сыну. Твой сын станет великим среди великих. Я приумножу этот народ, и он будет властвовать на востоке. И вот, собственно говоря, рождаются от этого человека, от Исмаила, происходят и арабы, арабский мир. Теперь, кому принадлежит земля Израилева? Если по сути подумать, и тому, и этому, и тот прав, и этот, потому что это наследство одного отца. Но если учесть, что у арабов все-таки есть много земли, наверное, все-таки это оставим евреям, пусть люди живут там. Тем более, что они вернули свою родину через 2000 лет. Это нелегко. Тут нужен интеллект, товарищи. Тут одним оружием, одними криками, палками не обойдешься. Тут нужен очень сильный интеллект. Вот если мы сейчас подумаем, да, если мы сейчас вот, положа руку на сердце, скажем, имеет ли право еврейский народ иметь свою страну и жить мирно? Имеет. Но имеют ли право арабы сказать, что они тоже жители этой земли? Они тоже имеют право. Но еще раз говорю, ради справедливости, если у тебя уже есть дом, то дом брата все-таки захватить не очень хорошо. У тебя же уже есть, там живи, вот и все. Это все, что я могу сказать. А так, конечно, знаете, такой анекдот, когда евреи пришли к Богу и говорят: Господи, пожалуйста, умоляем, выбери какой-нибудь другой народ, пожалуйста, оставь нас. Оставь нас, пожалуйста, и выбери другой народ. Он так почесал голову и говорит: ну кого же мне выбрать? Ну выбери, пожалуйста, кого не жалко, того и выбери. Но на это есть железный аргумент в Библии. Там сказано: кого люблю, того и мучаю. Так что не жалуйтесь. Да, это, конечно, было бы очень весело и увлекательно, если бы не было столь кровавой истории у этого народа, где уже 70% практически было уничтожено. Из 30% они... Да, из 30% только этот народ выжил. Как там говорится, не родился бы евреем, жил бы спокойно человек. Вот. Ну, оставим эту тему, потому что поскольку на иврите было... Да, кого люблю, того наказываю. На иврите было написано Библия, первая часть, да, старая часть. Поэтому вот следующая часть, естественно, ну вот, пожалуйста, как всегда. Сейчас извиняюсь, мне сын звонит. Сын, я в прямом эфире, давай поговорим попозже, сладкий. Хорошо? Все нормально у тебя, надеюсь?
Ну, не нужно думать, все будет хорошо у тебя. Хорошо? Не переживай, сладкий, все будет нормально, у тебя будут оценки хорошие, потому что ты весь год учился нормально. С чего им должны к концу года из пятерок делать двойки? Ну вот и я не знаю. Все будет хорошо, не переживай. Да, это прямой эфир, можешь прямо с Ютуба меня видеть. Но это не из того чата, который ты заходишь. Там есть «Ведьмина изба 3». Хорошо? Давай, сладкий. Все, пока. До завтра. Пока. Все, извиняюсь. А то завтра у ребенка уже последние оценки. Он получал пятерки, сейчас переживает, что последний день передумает и поставит 2. Не знаю, с чего у него этот страх. Глупый страх ребенка. Ну, бывает, это не страшно. Итак, продолжим. Насчет того, отличается ли Библия старая и новая Библия? Очень сильно отличаются. В старой Библии более такой свирепый, жесткий характер Бога. Сказано «око за око, зуб за зуб». Значит, в Новом Завете что сказано? Молитесь за гонителей ваших, за врагов, в общем, возлюбите всех подряд и прочее, прочее. А теперь, положа руку на сердце, скажите, кто из вас готов подставлять не просто левую щеку, а еще и пинка получить, как бонус ко всему этому? Я думаю, что никто. Правда? Значит, кто мы? Когда я отдыхаю, я как Наполеон, 2 часа отдыхаю в день. Так вот, мы в душе, дорогие друзья, все те же язычники со своими принципами, со своим внутренним, сказать, стержнем, со своей внутренним совестью и так далее, и так далее. Мы те же самые язычники остались. И никакая религия нас не поменяла. Всех нас. Далее. Давайте дальше. Африканский пантеон немножко обсудили. Уже, кстати, верховный бог африканского пантеона, я вам сейчас скажу, не удивляйтесь, зомби его зовут. Зомби в переводе означает «творящий». И вот именно слово «зомби» оттуда и пришло, зомбирование, да? Мое творение, я таким сотворила его. Спрашивали про зомби, у меня есть такой ролик, еще раз скажу, что на самом деле зомби – это немножко преувеличенная легенда. Дело в том, что африканские колдуны умеют изготавливать определенные снадобья. И такое ощущение, что человек умер. Его дыхание не слышно вообще. Поскольку в жарких странах никто не занимается, как там, извиняюсь, уже забыла. Ой, все, всякими этими процедурами никто не забирает в морг и хоронит сразу человека в тот же день, как правило, да? Никто особо про это дело, не думает. Проверить, подождать, выживет человек, встанет или нет. Хоронят человека. Колдун выкапывает тело и уносит к себе домой. И он там определенными всякими, да, вскрытия нету точно, всякими процедурами, травами оживляет тело, и после этого, стирая память у этого человека, заставляет служить ему. И поэтому люди, у которых были умершие родственники, через много лет встречали их на плантациях работающих. И эти люди их не узнавали. Но, к сожалению, да, вот как зомби, это точно. К сожалению, Голливуд, не к сожалению или, может, к счастью, не знаю, но Голливуд создал образ такой, знаете, зловещих зомби, разлагающихся трупов и так далее. Это невероятно, этого быть не может, это неправда. Чтобы разлагался человек и шел на самом деле. Да, это у всех. У многих народов и культур не вскрывают. Это грех считается. Так вот, не может поселиться душа в теле, которая умерла, и которая разлагается. Это нереально. Это из ряда фантастики. Такого нет ни в колдовском, ни в магическом мире. Этого нет. Никто не может мертвое тело вселить душу чью-то. Но сделать так, чтобы человек травами отключился, якобы он умер, да?
отключить человека некоторое время, потом выкопать тело и оживить, то есть ему дать определенное снадобье, он встанет, и стереть его память, такое возможно. Это и есть зомби. И из-за этого, во избежание этого всего, многие африканцы, когда хоронили близких, ночью там дежурили. Если приходил колдун, они вытаскивали мертвого человека и ждали, пока он не проснется. Да, типа летаргического сна, но более, наверное, глубокий, потому что летаргический сон, он все-таки сейчас как-то проявляется, могут врачи определить, а это более такой сильный сон. Так вот, вытаскивали и ждали, пока человек проснется. Они понимали, что он зомбирован, то есть на него что-то сделано, его с чем-то споили, и он просто ушел на время, спит очень глубоко и проснется. Вот таким образом проверяли, жив человек или нет. Потому что действительно очень многие потом встречали, много есть об этом заметок, очень много заметок плантаторов, очень много путешественников писали об этом, что встречали в этих плантациях вот людей, и родственники рассказывали, что тот был умерший 10 лет назад и вдруг встретился второй раз. Но у людей, спасенных после от этих колдунов, недолгая была жизнь, они быстро умирали. Видимо, поддерживали жизнь чем-то поддерживали, и когда вот этой подпитки уже не было, человек умирал, уходил сразу же. Так что, дорогие друзья, вот, собственно говоря, история зомби. Скандинавский пантеон, который вам интересен. Точно такая же титаномахия есть у скандинавских богов в скандинавском пантеоне. Называется «Война богов и фаворов». Фаворы – это демоны. Демоны, которых они изгнали куда? В недра земли и под океан. То есть, хочу вам сказать, что разницы-то особо никакой нет. Вот именно это говорит о том, что у народов, у людей общее прошлое. Они по происхождению из одного места, то есть одни и те же. И богов, которых они называют и наделяют определенными характеристиками, и боги точно такие же, как у всех народов. Разницы нет. Просто название другое. Но функции этих богов одни и те же. Так вот, магия – это учение богов. Это то, что дано именно от этих сил. Я уже подразделяла, давайте еще раз с вами поговорим об этом. Фобия на покойников и на гроб? Батюшки мои, что это такое? Ужас. Ужас ужасный. Не нужно, это не хорошее хобби. Это нехорошо. Это тяга не очень здоровая, не очень правильная. Так вот, дорогие друзья, есть боги, то есть верховные энергии, которые управляют миром и нашей судьбой, мирозданием. Они создают правила. Фобия, а я думаю, хобби такое. Ужас, я неправильно прочла. Есть боги, есть силы, которые подчиняются богам. Есть духи, сущности, демоны, более такого уже, низко это неправильно, более внизу стоящие, которые служат всем силам наверху. Хел богиня разрушения, дочь Локи. Что именно вы хотите узнать о Хел? Что именно вас интересует? Это богиня разрушения, она даже не богиня смерти только, она вообще богиня разрушения, разрушительной смерти, страшной смерти. Это боги смерти, это ладно. Ее сравнивают с Марой. На самом деле не совсем правильно, потому что Мара забирает уже умершие души, а Хел разрушает и забирает. Понимаете, Хел их убивает. Вот в чем дело. Спасибо, благодарю, Таня, что я энциклопедия. Мне приятно. Я вот пока рассказываю, не читая, да, сейчас будете задавать вопросы. Задавайте вопросы, потому что я думаю, что достаточно объяснила вам функции богов. Теперь могу уже и ответить на ваши вопросы о богах, вообще, что вас интересовало, что волновало и так далее. Так, целую ночь возле покойников любил я. Очень плохо, что любили. Нельзя. Энергетика мертвого мира, смерть надо уважать. Эрос. Эрос – бог возжелания,
вожделения, страсти. Считается, что он был старшим сыном Афродиты, но по другим версиям он был любимицей Афродиты, отдельный бог, бог страсти, пробуждающий страсть. Отсюда и слово, собственно говоря, эротика, страсть. Однако Эрос – это такой недолговечный бог, и говорят, что он такой изменчивый, он приходит, уходит очень быстро, поэтому и говорят, что не доверяй страсти, не доверяй чувствам, потому что это ненадолго. Папа Легва и Святой Петр. Дело в том, что когда... какая разница и что схожего, я сейчас скажу. Дело в том, что когда черные рабы оказались у плантаторов, те их очень жестоко наказывали, когда видели, что те поклоняются своим богам, духам и так далее. И, кстати, вот религия только поддержала черный континент. И они так наказывали и издевались над ними, что пришлось маскировать, понимаете, богов. И это называется христианская маска. То есть святой Патрик – это тот же самый, сейчас извиняюсь, ой, не Легба, все, забыла я, с головы вылетела. Маскировка. Или святой Патрик, или святой Петр в Испании. Да, папа Легба, все. Для того, чтобы не поняли плантаторы, о чем молится и просит раб, они говорили, что они молятся святому Петру. На самом деле они знали, что святым Петром они называют Легбу. Понимаете, в чем разница? Никакой разницы. И тот это в понятии вуду тот же самый бог. Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте. Так, сейчас вот откроется, отвечу. Опять чат пропал. Вопрос просто не успела посмотреть. Так. Махеса Сехмет Баста. Баста – это богиня семейного уюта, любви и веселья. А еще покровительница кошек. Сначала была животных, потом кошек. Сехмет – это свирепая богиня с головой львицы, которая однажды пришла на землю для того, чтобы наказать непослушный народ из-за того, что они не слушались Верховного Бога. И она начала убивать, уничтожать и пить кровь. И она уже вошла в такой кураж, что люди пришли и стали умолять Амона остановить Сехмет. Но та была опьяненная кровью и не хотела останавливаться. Тогда они придумали такую вещь. Они поставили большие бочки с красным вином. Та, подумав, что это кровь, пришла, напилась и уснула. Так вот, Сехмет – это свирепая богиня Египта. Ее все боялись, поклонялись и обходили стороной. Собственно говоря, вот они и есть Сехмет. Она как карательница. Ее сравнивают с Кали. Нет, Сехмет на мусульманское не похоже. Сехмет – это египетская богиня. Далее. Спрашивайте. Мои друзья-африканцы говорят о духах и о рабстве их предков. Ну да, то, что рабство было, по-моему, это не секрет. Мы все знаем об этом. Это еще одна печальная история. О богах, демонах, духах, покровительствующих богатству. Есть у меня такой ритуал 6 демонов удачи. Там все демоны богатства, все демоны, которые приносят богатство, которые приносят удачу. Там есть еще обращение к Мамонне, это адов казначей называется. Это тот, у которого в руках все сундуки с запасом золота, имущества всего царства темного. И к нему обращаются. Вообще лучше, если вы хотите, понимаете как, к демонической сфере, скажите о деньгах императора Нефрита. Ну, хорошо, я расскажу, но не сейчас, пока о богах поговорим. Да, есть такой ритуал. Конечно, есть. Он есть на моих каналах, можно найти. Так вот, если человек простой обращается к таким силам ради богатства, имущества, лучше, если он обратится именно к тем божествам, которые отвечали за торговлю, за помощь, то есть к фортуне, к индуистским пантеонам, скажем, к Лакшми, да, к Ганеше,
обратиться к силам судьбы за помощью и так далее. Если человек для себя хочет, простой человек, лучше ему темную сторону не затрагивать. Если это практикующий, он может обратиться и к демонам, и к различным сферам, к различным силам, и это не наказуемо для него. Но для простого человека обращение к демоническому пантеону, конечно, наказуемо. Сможете выслать? Хорошо, спасибо. Буду очень признательна. Фрея, она на самом деле больше к черному пантеону относится, хотя ее ипостаси как бы больше приписывают к белым силам, поскольку она дарующая благо, она дарующая знания и прочее, прочее. Но Фрея, она относится больше к темному пантеону. По разным легендам, она жена Одина. Но если мы знаем, что Один верховное божество, и верховные боги всегда относятся к черному пантеону, как ни странно. Среди них нету представителей светлого пантеона. А почему Анубиса нельзя привозить из Египта? Потому что Анубис – это проводник в иной мир. Если вы привезли его статую и поставили у себя дома, он должен свою функцию выполнить, кого-то провести на тот свет. Понимаете? Он без дела просто так у вас дома находиться не может. Он должен выполнять свою функцию, он должен выполнять то, зачем он есть. И простому человеку, естественно, это очень опасно, потому что он со временем может кого-нибудь провести на тот свет. Так, сейчас еще. Великан Мимил, прототип какого славянского бога? Все, я сейчас отвечу вам. Сейчас еще пробегусь по пару вопросов. Просто у меня чат пропадает и включается. Сейчас я попробую восстановить. Фемиду вообще-то не очень хорошо брать. Даже юристам, даже любому человеку. Тетраграмматон – это древнее название Бога, как бы именно создающего Бога, тетраграмматон, и абсолютный хаос. Сейчас я восстановлю чат и отвечу на остальные вопросы. Амур и Психея нельзя пользоваться Лелю, потому что Психея убегала от него. И Амур ее преследовал. Это было насилие. Там не было любви, там любовной энергии нету. На самом деле в каждом ритуале, в каждой работе должна быть определенная логика, понимаете? Там нет любовной энергии. Создается энергия богатства, любви и так далее из истинных отношений. Подождите, сейчас я вам отвечу. О скифах я уже рассказывала. Скифский пантеон, вот сейчас я рассказываю. А, кельтский, извиняюсь, я все перепутала. Сейчас расскажу. Вообще Мимира очень часто сравнивают с Велесом. Почему-то. С его функциями. Хотя я считаю, что они все-таки не очень схожи, но его сравнивают с ним. На каком основании боги разделяются на светлых и темных? Сейчас объясню. Темные боги, они более могущественные, и они знают те тайные секреты хаоса, которые не знают боги второстепенные, вторичные. Я бы сказала, что светлые боги, да, они более вторичные. Хотя Фортуна относится и к светлой стороне, и к темной стороне, потому что богатство может привести и боль, и через кровь создаваться, понимаете? А может и принести добро. И туда, и сюда. Все равно в основу каждого богатства лежит определенная нечестность, потому что честным трудом, полностью честным трудом очень долго идут к этому делу. А если сразу богатеть человек, вы понимаете, что тут особо ничего нет. Мне мама тоже выбросила из Греции Нир Фемиды, Фортуны. Выбросила или выпросила? Ничего не пойму. Выбирала. Боже мой, все поняла. Вчера мне с вашей статуей приснились и огромный гребень петуха. Гребень петуха – это к болезни, вам надо сходить к врачу. Выбирала, да. А то я не так поняла, выбросила. Я говорю, за что, почему?
Итак, далее. Скифы на самом деле уже вымерший народ, который слились воедино с русичами, с аланами, с кавказскими народностями. Их божества в основном относятся, они очень схожи именно с кавказскими богами. И изучая именно кавказскую мифологию, считайте, что вы и скифскую узнали. Ой, русский не очень. Ничего страшного. Все нормально, мы поняли. Так, что если возле моего? Далее читаю. Всегда хаос машин, люди пугаются. Может быть, это немножко больше самовнушение? Болезнь есть, но не у меня. Ну, они предупреждают о болезни. Вообще, гребень петуха во сне – это предупреждение о болезни. О серьезной болезни. Поэтому учтите. Здравствуйте, Марьям. Приветствую. Те, которым я не успеваю отвечать, да, вот заранее хочу сказать, я на днях всем начну отвечать. У меня нет просто времени. Я физически не могу. Если я в день там 300-400 смс мне приходит, я из них успеваю на 50-60 отвечать, но более так конкретно. И дальше уже не смотрю даже, потому что у меня просто не бывает сил. Просто не бывает сил. Никаких. Есть такое место на Украине, Каменная могила называется, очень интересно. Места силы, как правило, определите, вот лысая территория. Оно настолько сильное энергетически, что там даже трава не выдерживает и не растет. Вот именно из-за этого и лысая гора. Нет, я не ангел, Валентина, я скорее демон. И очень страшный демон. Я хочу на днях вам рассказать еще о ритуалах и о традициях магии, какие есть направления, кому что можно сделать и как создаются вообще ритуалы, которые работают. Но расскажу вам в ближайшее время, все постепенно расскажу. Силы судьбы. Уважаемые люди, силы судьбы, они любят смелость в человеке. Если хороший демон, ну хорошо, пусть будет так, спасибо. Если силы судьбы, если вы идете на пролом в жизни, не боясь никого, не оглядываясь, вы запомните одну вещь. Люди, которые в Иерусалиме, вот я мечтаю просто посмотреть Иерусалим, не потому что по святым местам ходить и так далее, и бить поклоны, а просто посмотреть вот этот древний образ города. Мне очень хочется, как-нибудь приеду. Спасибо большое. Да, есть у Блока тоже такое выражение. Азиаты, европейцы, посредине мы где-то там. Спасибо большое. Но если я приеду по своим делам и увижусь. Я никогда не любила и не люблю кому-то доставлять неудобства. Но если я там буду, я с вами свяжусь. Пока еще нет. Спасибо, Марьям, спасибо большое. Что я хотела сказать? Насчет скифов. Нет, не скифов. Спасибо. Сейчас пока прочитаю чуть-чуть. Угу. Да, Испания тоже, конечно, красота неописуемая, особенно старая часть. Так, добрый вечер, я ничего не поняла. Сейчас посмотрю еще раз. Будут ли эти дела у вашего сына? Я здесь вам не отвечу. Никак. Потому что сейчас совсем другая тема. Я работаю со всеми пантеонами. И уважаю все силы. Я вам уже говорила, что силы одни и те же. И у них одни и те же функции. Так, далее. Вот пропадает чат, и все тут. Сейчас гляну. У меня мало веры в себя. Могу ли я ваши простые ритуалы сделать? Вы знаете, если вы не верите в себя, я боюсь, что вы даже можете делать, не знаю, помогут ли вам они или нет. Не могу точно сказать. Так вот, кого любит судьба? Судьба любит смелых людей. Судьба любит людей, которые не боятся препятствий силы. И всегда трусливые натуры будут... Можно ли давать за руки силам? Не рекомендуется, Ляля.
Потому что очень может быть, что вы дадите зарок и не сможете выполнить. Вам будут мешать всеми силами. И тогда вам еще хуже станет, чем до того, как вы дали зарок. Не рекомендуется. Смотря каким силам и смотря что именно, по какой теме. Да, сила нарабатывается при отсутствии страха. Если у человека есть смелость, если он сильный, если сильные ведьмы на Украине, конечно, есть. И если у человека нет страха, если он преодолел внутри себя страх, он постепенно идет к тому, к той вершине, которую для него подготовили. Далее ему будут давать нужных людей, потом будут давать препятствия, чтобы он выше ревновать не могут. Какие выше силы? Не поняла. Ревновать кому? Далее, после того, как человек своими знаниями наработал себе умение, знаете, ему дают интуитивные уже знания, ему уже дают на уровне подсознания, как идти, как определить, чем заняться, что делать, кому верить, кому не верить, как вычислить здесь проигрышный вариант или нужный. То есть они начинают уже помогать. Самая главная причина, по которому силы начинают помогать человеку, это его смелость и бесстрашие, и бесконечная вера в то, что есть силы, которые ему помогают. Бесконечная вера, без колебания. Еще хочу сказать, думала сменить имя, увидела ваше видео, именно нашла ответ на свои вопросы. Спасибо. Спасибо за приятные слова. Но имя сменить, это, знаете, как вам сказать, судьба меняется, но смотря какое имя ты выберешь, и не обязательно это делать. Не у каждого человека это сработает. Это может сработать в обратную сторону. Ты не знаешь, как у тебя получится. Кто такой Бафомет? Бафомет первый раз был обнаружен, вообще первое упоминание о Бафомете в 15 веке. Это посланник темных сил, значит, по ауре. Какая аура? Аура у всех разная, по-разному меняется. Аура – это больше миф. Он больше придуманный миф, чем на самом деле является. Это просто энергетическая зона человека. Он меняется по настроению, он меняется по-всякому. Так вот, Бафомет, значит, первый раз о нем сведения в 15 веке. Получеловек, полудемон. В нем собраны все качества богов. Это наполовину женщина, наполовину мужчина. Андрогенное существо. Один палец вверх, другой вниз. На одной руке написано «сгущаю», на другой руке написано «растворяю». В общем, это собирательный образ тьмы и посланник тьмы. Полубог, скажем так. Это не совсем божество, но он тот, который передает желания и просьбы темным силам. И воссоздал его образ первый Леви. Собственно, и основал церковь сатаны. Многие путают его с сатаной, на самом деле это не так. Это просто темная сущность. Это сущность, которая дает, вот у него факел между рогов, он дарует знания, он дарует силу, но он посланник темных. Зарок грех, ну, я бы не сказала, что зарок грех. Если человеку очень сильно нужно, он может за что-то пообещать что-то. Просто хочу вам сказать, что эти силы, они очень капризные. Они могут сделать все для того, чтобы человек не смог. Владычицу. На самом деле, по разным поверьям и по разным направлениям магии, традициям магии, сейчас расскажу. Владычица, по-разному ее называют, это некая темная сущность женского пола, как женщина, царица темная, черная, которая живет в зазеркалье. И если что-то нужно, определенным ритуалом ее оттуда вызывают и просят, и она выполняет. Вот о чем. Ну, как бы так, скользь образ этой сущности, вот именно в этом. Зазеркальная черная царица. Так. Далее вопросы. Ничего страшного. А что с ним болеет? Почему? Простыл? Угу. Славянских богов можно каких держать? Вообще желательно держать пантеон более таких светлых сил. Тех, которые даруют семейный уют, спокойствие. То есть... Ну, посмотрите, светлые силы, светлая сторона славянских богов,
темной стороны избегайте. Избегайте Макуши, избегайте Мары, и избегайте Перуна и прочее для простых людей. Так, Вишну. Кто-то про Вишну, да, спросил? Да, бог Вишну. Все, еще раз вижу. Дома сфинксов. Ну, это можно, это, в принципе, сувениры. Здесь ничего нет божественного. Бафомета можно? Нет, нельзя Бафомета держать простым людям. Бафомета простым. Инга, перед Новым для замужества какие статуи богов купить? Чего? Ну, вот это вы уже сказали ерунды. Реальную глупость. Перед Новым годом какие статуи богов купить для замужества? Ну, это глупость вы сейчас сморозили, полнейшую. Кто вам это сказал вообще? Что надо перед Новым годом какие-то статуи для замужества? Бывает ли такое, что практику тяжелее себя снять порчу, чем с другого человека? Бывает, конечно. Бывает, тем более, если мы себя исчерпали, и мы начинаем болеть, и как-то нам тяжело. Но сказать, что полностью мы не снимем, это нереально невозможно. Но у нас порчи-то нету на самом деле. Не порча на нас, а просто притянутая с человека, может быть. Но на нас порчи не ложатся. А, про Вишну спросили. Ну, Верховный Бог, всеобъемлющий, проникающий в переводе с санскрите Вишну. Верховный Бог, создавший ведийскую традицию, и вообще веды пошли от него. То есть он давал древним брахманам эти веды, песнопения, молитвы, просьбы и так далее. Это все пошло от него. Бог Вишну. Очень напоминает высший Бог, или сейчас скажу еще по-другому, как у нас звучит. Высший, да, так и звучит, собственно говоря. В определенных ритуалах есть такое слово по воле Вышнего. Вот, собственно говоря, очень может быть, что тот же самый Вишну. У меня дома много демонов. Извините, сейчас еще раз посмотрю. Так, покажись чат. Давай. А, дал мне на сувениры, все ушло. Про драконов. Согласно мифологии, драконы были посланники между людьми и богами. Так, какие боги у цыган делают привороты, отличается ли их магия с особой силой? Не боги делают привороты делают ведьмы-колдуны. И обращаются к темным богам. В основном к богам, которые отвечают не за семейные счастья, а за то, чтобы зомбировать, чтобы подчинить человека и прочее, прочее. Обращаются к темным силам. У каждого свое направление есть для этого дела. Но приворот – это не самая лучшая вещь, которую нужно делать, и за приворот большая плата. Не потому что там грех или не грех, плата большая. Что-то дают и забирать много. То есть, если тебе дали этого мужчину, да, за это цена вот такая-то. Это как в супермаркете, понимаете? Некоторые говорят, вот за колдовство плата большая, наказание. Это не наказание, это во Вселенной все взаимосвязано. Дашь на дашь, да, значит, как энергия за энергию. Вот тебе это, а ты за это отдаешь нам вот это. Собственно говоря, и все. И это не в наказании дело. У Вселенной нет понятия зло, добро. Все взаимосвязано, все друг друга дополняет. Меня привораживал цыган с помощью цыганки. Мне надоели эти попытки. Скажите, если он вас привораживал, как же вы это поняли? Если бы вас привораживали, вы бы даже близко не поняли, что вас приворожили. Скорее всего, это у вас больше, может быть, страх какой-то внутренний, подсознательный. Но я не могу сказать вам, что человек, который привораживает, даже близко это чувствует. А уж если это сделает профессионал, вы даже этого не поймете. Маг. Давайте слово маг оставим. Ведьмы. Колдуны, ведьмы. Если клиент у мага просит приворот, то кто платит? Платит тот, кто попросил. Масоны — религия Ктулху? Ну, не только. Масоны — это не религия, это организация людей, которые соединяют свой весь потенциал и моральный, духовный, интеллектуальный для того, чтобы управлять теми, кто рядом.
Елена, вообще такие вещи дома держать простому человеку, конечно, не очень рекомендуется. Этого делать не нужно. Это опасно, забирает очень много сил, энергии, внедряются в вашу жизнь эти сущности и много чего там могут перевернуть. Скажите, пожалуйста, цыган избежать – это плохо или к лучшему? И не плохо, и не к лучшему, это обычный народ. И не все среди них колдуют, не все они великие, знающие. Больше это уже так выпендрёж и показуха. Среди них тоже очень мало осталось сейчас таких ведающих людей, людей, которые действительно воистине что-то умеют. Хотя магия для них это как религия, да, взаимообмен. Я видела раз привороженного, он был сумасшедший. Ну, не скажу, что сумасшедший. Просто он будет подчинен полностью. Богине правды можно... Это относится к, ну, не скажу к светлым, но не к сильно темному пантеону. То есть не так зловещее обращение с ней. Это все-таки больше такие, знаете, боги мудрости, знания, боги, дарующие там удачу и прочее, прочее. Они как раз для этого и есть. Вот я хотела узнать, не думала сегодня дано колдовать больше. Сейчас шумихи вокруг этого. Конечно, больше шумихи, чем дано всем колдовать, потому что для многих людей это очень удобный заработок. Не зная, не понимая ничего, они лезут в магию. Но самое интересное, что я могу вам сказать, я уже говорила 100 раз, еще раз повторяюсь, как определить настоящих и тех, которые играют в настоящих. Первое, что есть, это ясновидение. Это человек должен твою проблему полностью объяснить. И оно должно именно так и быть, и совпасть. Второе, что есть, это образ жизни этого человека. Понимаете, говоря о том, что может вызвать вам удачу, он сам не может быть бедным. Говоря о том, что он может вызвать в вашу жизнь там какие-то великие дела просто так обещать, он не может, он должен это объяснить. Он не должен браться за все подряд и прочее, прочее. Что дано цыганам, еще раз сейчас посмотрю. Еще раз сейчас откроется чат. Цыганам дано что-то, но я не увидела, не проглядела. Так, давай показывай еще раз. Каждый раз перед тем, как закладывали бомбу в метро, тротил самолет, должна была быть я. Я видела, как наяву уходила оттуда. Потому что тебе покровительствует кто-то из рода умерший и показывает тебе, не дает тебе идти. Есть очень сильный покровитель. Дано как бы всем колдовать. Кто вам сказал, что дано всем колдовать? Кто вам такую глупость сморозил? О несправедливом решении суда. А при чем здесь ритуал о несправедливом решении суда? При чем здесь это? Что вы хотели узнать? Куда деть опасные статуэтки? Фемиду, например, если она уже куплена. Подарить людям ведущим. Выкинуть нельзя, они обидятся и отомстят. Какие боги защищают детей? Все боги. Все защищают детей, если человек, родитель этих детей этого достоин. Специально для детей нет богов. Есть боги очага, есть боги семьи, те же богини, которые отвечают за материнство. Понимаете, Верховный Бог распределил и дал каждому богу свою функцию в этом мире. И вот они эту функцию выполняют. Добрый вечер. То есть они эту функцию выполняют. Кому-то нужно было покровительствовать этому, кому-то тому. Кто-то был покровителем этого народа, кто-то был покровителем того народа. И поэтому каждый народ по-своему называл это божество. И каждый бог, да нет, я имею в виду, что шумиха вокруг того, что всем цыганам давно колдовать, что я хотела узнать, потому что часто они угрожают проклятиями. Я вам скажу одну вещь, Ляля. Те, которые угрожают на улице проклятиями, если ты про Гекату очень много рассказано. Сейчас еще скажу. Если ты умеешь колдовать, ты не будешь, во-первых, собирать на улице ничего, потому что те, которые умеют колдовать, к тем столько людей идут, они живут вполне в достатке, у них нет никаких таких проблем ни материальных, ни каких-то иных, поэтому им нет нужды пойти и собирать деньги. И если им деньги не дают, сказать, что они проклинают. Если ты не будешь воспринимать это на свой счет, никакие проклятия до тебя не долетят.
Конечно, не все умеют колдовать. Это уже больше из ряда аферизма, чем на самом деле так и есть, имею в виду у цыган. Есть среди них очень сильные, но это очень редко. Их называют шувани, колдуни, то есть ведьмы. Ведьмы рода, ведьмы табора, их знают, их боятся, уважают, потому что те действительно умеют много чего. Выделились заговором круг защитный, очень рабочий. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. На душе легко с вами в чате. Спасибо большое. Мне приятно. Итак, что-то еще хотели? Ходит молва, что циркуль наугольник сатаны хранится в мавзолее Ленина. Инга, вы мавзолей посещали? Нет, не посещала. Мне хватило ума не ходить и не смотреть на труп лежачий. Как жаль, что вас раньше не знала. Но вы знаете, всему свое время, ничего страшного. Цыгане берут на понт, это точно. Я один раз одной цыганке сказала, она мне, давай я тебе нагадаю. Я говорю, давай я тебе нагадаю. Сказала кое-что, она перепугалась. Потом проходили мимо меня, на своем языке что-то говорили. Ну, это же правда, Ян, это же труп лежачий. Ну, кто там Ленин? Труп. Лежит труп, мы ходим, смотрим. Вот что там веселого, я не могу понять. Хотим Ленина видеть, вон фотографии, посмотрите его и хватит. Так. Сейчас, секунду, я еще одну свечу возьму. На секунду вас покину, потому что здесь тухнет. Так, все, я уже здесь. Мне просто свеча потухла, пришлось поменять. Итак, да, Ленин тусуется долго, и его мучают, его сущность. Лучше его похоронить. Он действительно замучился там. Нельзя держать трупы. Просто вот так вот. Сушить, извините меня, по-другому не могу сказать. Да, Ленин жив, Ленин жил. Вы знаете на монгольском как звучит? Ленин хиш, Ленин пиш, Ленин киндер миш. Что означает Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Снять ролик про Гоголя и Распутина. Ну вот что-то я про Распутина не очень хочу сейчас снимать. Про него очень много снято, и роликов, и не только. Дорогие друзья, я сегодня такой краткий анонс, если можно так сказать, да? Спасибо, Ляля, очень приятно. Краткий такой анонс. Да, провела о богах. Больше отвечала на ваши вопросы. Лучше сжигать. Сжигать лучше труп и освободить душу. Сразу же. Но сейчас я расскажу, конечно, еще. Это всеобъемлющая тема. И самое главное, что я в общих чертах вам объяснила, кто есть они, откуда они приходят, почему именно те, которые служили, да, люди, которые служили богам, по роду передают определенные знания, почему именно им покровительствуют боги, почему именно у них эти знания, которые не даны другим, и так далее, и так далее. Я думаю, что я еще продолжу эту тему через некоторое время. А пока что я, наверное, с вами попрощаюсь, дорогие друзья, потому что уже скоро 12, мне нужно сделать определенную работу. Если завтра будет еще... Спасибо, пожалуйста, всем пожалуйста. Если завтра будет еще время, если и завтра я решу еще раз с вами побеседовать, я заранее об этом скажу. Всем пожалуйста. Если что, можете потом задавать вопросы, я отвечу на остальные вопросы. Ничего страшного, успели, Инна, все нормально. Много чего узнали, я думаю, что этого достаточно. Всем спасибо, всем спокойной ночи. Встретимся на чате. Посмотрим, кто там у нас еще воскрес, кто там еще чего выкинул.
Прям интересно с каждым днем, как в сказке, да? Чем дальше, тем страшнее. Всем удачи, спокойной ночи и всех благ.